Друзья, привет, я Альбина, и я блогер, и я продолжаю путешествовать и познавать Германию. Сегодня я прогуливаюсь по городу Лор на Майне. Он находится между Вюрцбургом и Ашафенбургом. Изначально он был графским городом, окружен он живописными лесами. Достопримечательности – это вот эта башня и Лорский замок. Но этот город известен далеко за пределами Германии как город сказочный, город Белоснежки, сказки братьев Гримм. Они были не только собирателями народных сказок, но и выдающимися немецкими учеными, лингвистами. Они стали основателями первого большого словаря немецкого языка. Так вот, здесь жила Мария София фон Эрталь, которая стала прообразом героини знаменитой сказки «Белоснежки и 7 гномов». А волшебное зеркало из сказки находится в музее замка Лора. А гномы на самом деле это рудокопы, которые жили в лесу и были небольшого роста и немножко сгорбленные. Прогуливаясь по городу, можно увидеть прекрасно сохранившиеся фахверковые дома, городские стены и уютные узкие улочки. А смотря на этот фонтан, мне в голову приходит, жили у бабуси 2 веселых гуся. Если кто-то что-то знает об этом фонтане, напишите, пожалуйста, в комментариях. По дороге мы проголодались и посетили турецкое кафе недалеко от вокзала Лора. Но на этом мы не остановились. Вот в итальянском айс-кафе, вот так как в Италии, продают эспрессо с мороженым. Заказывайте, прям говорите эспрессо mit айс. И он прям вот так и вам сразу поймет. Эти мороженое с трубочкой вафельной. Итак, Франческа приготовит вам мороженое в эспрессо. Старинный мост города Лор. Друзья, по случаю 80-летия Нюрнбергскому симфоническому оркестру я пришла на концерт Бородина, Чайковского и Шостаковича. Концертный зал мастер Зингерхалле. Сейчас антракт, как принято здесь говорить, пауза. И я хочу отметить одного пианиста, канадского пианиста Шен Цай, китайского происхождения. Он превосходно играл. Вот он впереди дает автографы. У меня получилось с ним сфотографироваться. В общем, замечательный вечер. Следующая локация в Нюрнберге – это книжный магазин «Талия». И здесь коллекция посуды Фриды Каало, мексиканской художницы. Мне понравились эти бокалы, еще здесь 2 тарелки и носки. Интересно, оригинально и не так дорого. Надо брать. Кружки стоят по 8 евро, 2 тарелки в наборе стоят 13 евро, носки 5 евро. Так что надо брать. Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, que me recuerdas. Porque estoy seguro que tú, mi amor, para convencerme que ya me perdí. Друзья, посмотрите, какой шикарный вид на старинную часть города Нюрнберга.
Я жду подругу, решили встретиться и находить шаги. Вы только посмотрите, кто нас встречает. Великий композитор Людвиг ван Бетховен. Да, это немецкий композитор, который большую часть прожил в Вене, в Австрии. И вот австрийцы молодцы, интересная вещь. Они сделали так, что мир считает Бетховена австрийским, а Гитлера немецким диктатором, хотя Гитлер был австрийцем. Прогулялись мы по парку и обнаружили вот этот мост интересный. Друзья, немножко помолчу и хочу передать вам эту всю атмосферу. Здесь хочется помолчать, послушать шум воды, насладиться природой. Я там на трамвае проезжала и видела, но я не знала, что здесь Друзья, в старинной части центра Нюрнберга находится вот это заведение, кафе старинное. И здесь продают торт Захер. Да, тот самый знаменитый австрийский шоколадный торт, который изобрел Франц Захер. Это типичный десерт венской кухни, который состоит из плотного шоколадного бисквита, прослойки абрикосового джема и шоколадной глазури. Кстати, покажу вам меню. Цены здесь приятные, недорогие, но заведение атмосферное, интересное. Рекомендацион. Друзья, а на рыночной площади Хауптмаркт проходит такая вот ярмарка. Здесь можно и покушать, и купить какие-то продукты, сувениры, одежду.
Всегда интересно смотреть на это здание торговой палаты. Здесь, видите, верхушка на крыше, как будто бы это солнечные часы, но как будто это улыбающееся лицо. Смайлик. Вы только посмотрите, какое старое здание. Оно аж даже такое кривое, косится немного. И такой контраст между современными зданиями. Какая красота! Какая красота! Похоже на цветущую сакуру. Здесь я вижу это редко, но вот в Узбекистане прям были целые улицы цветущие, деревьев урюка, персика. Это очень красиво. Завершаем этот день ужином в кафе Провенца. Это спагетти с морепродуктами. У меня про это кафе уже есть одно видео. Кстати, у меня есть и видео про кафе Фрида, художница мексиканская. Помните, я рассказывала? Так что добро пожаловать. Мороженое в кофе эспрессо. Это так принято кушать его в Италии. Сейчас я нахожусь в Вюрцбурге возле вокзала. И здесь вот есть такой монумент, памятник жертвам евреев во время Второй мировой войны. Видишь, здесь еще, видимо, имена, да? Харнштейн, Хайнштайн, Гошайм. А, это города, что ли? Да, это города, наверное.
мероприятие фанатов футбола. Болельщики футбола. Концерт прямо опять на рыночной площади. Ну, в общем, в Нюрнберге не соскучишься. Ich nicht so einfach weg, doch was soll schon geschehen? Ein Kurzstück Wein sollte gehen und so hab ich mir nen Fluch gebucht. Ja, es musste sein, Seufzen war nicht genug. Nee, ich habe Streit gesucht, das hat gut und dann einfach losgeflucht. Denn seh ich irgendwo ein rotes Tuch, da hilft mir kein Entspannungsbuch. Wenn bei mir der Druckventile sucht, gibt's nur eins, ich buch nen Fluch. Badu, badu, bai, badabda, du. Für mehr Flugsicherheit sollte ich womöglich einen Flug. Dann wüsste ich bestens Bescheid. Könnte Flugbegleiter werden oder gar Flugkapitän, käme dann mal